Вчера в Одессе произошла настоящая катастрофа, последствия которой ликвидируют еще даже до этого момента. Вчера я уже показывала вам видео сильного дождя в Одессе, но тогда это еще были просто цветочки. Обычно, когда идет сильный ливень, дальше второй уже не повторяется. Но в этот раз было все наоборот. И второй ливень начался с новой силой и гораздо масштабнее, чем первый. У нас затопило практически весь город. Люди шли пешком по колено, по пояс в воде. Людей смывало просто волной воды на улицах. Машины были брошенными на дорогах. Некоторые не заводились. Некоторые водители просто сидели в автомобилях и никуда не могли сдвинуться с места из-за высокого уровня воды. А общественный транспорт прекратил свою работу из-за непогоды. Многие люди стояли в холодной воде на остановках по несколько часов. Тот общественный транспорт, который все-таки успевал где-то проскочить, проехать, он был настолько забит, что, например, открывая дверь в маршрутку, никто не мог просто зайти в нее, потому что люди выпадали просто из общественного транспорта, потому что никто не влазил, а всем надо было ехать, все замерзли. Вчера затопило буквально все. Дождь шел стеной и не останавливался. Затопило первые этажи многоэтажных домов, кафе, рестораны, киоски, магазины, торговые центры. В некоторых торговых центрах даже плавала мебель. Затопило автомобили, маршрутки, троллейбусы. По некоторым улицам просто движение было невозможно. Несмотря на то, что дождь утих, в Одессе призывает всех оставаться сегодня дома и минимально передвигаться по улицам на своем транспорте. В новостных каналах, пабликах предупреждали о том, что высокий уровень опасности, что плохие погодные условия, как-то предупреждают иногда, и не всегда так случается, как говорят. И как-то люди, наверное, расслабились. Никто не мог подумать, что будет в городе такое стихийное бедствие. Городские службы борются с ликвидациями последствий как могут. Пишут, что привлечено более 500 человек и 85 единиц техники для того, чтобы оказывать помощь и спасать людей. Все можно исправить, но, к сожалению, невозможно вернуть к жизни людей. Вчера произошла настоящая трагедия. Сегодня эта новость облетела весь интернет. В Одессе в результате непогоды погибло 10 человек. 5 из них – это целая семья, которая проживала в цокольном этаже дома. Они все вместе погибли просто из-за большого потока воды. Также на других улицах города погибли женщины разных возрастов. Погиб и ребенок в семье, которая утонула у себя дома. Погибла молодая девушка 23 лет. Это ужасная трагедия и соболезнования всем родным и близким этих людей. Просто везде работают генераторы из-за того, что в городе не везде есть электроэнергия. Если верить новостям, то сейчас в Одессе 42 тысячи абонентов остаются без электроэнергии. У меня тоже нету света. Посмотрим, когда его включат и что нас дальше идет в квартире, что нас дальше ждет. В квартире холодно, сыро, на первом этаже дом подтопило, прям запах сырости. В общем, веселье. Солнышко нас в ближайшие дни не порадует. Вот такие вот дела. Всем привет из Одессы. Я сегодня в шапке не потому, что в Одессе настолько похолодало даже, а просто потому, что я вчера так продрогла из-за непогоды, что решила очень тепло одеваться. Вчера было настоящее стихийное бедствие. В городе по-другому не скажешь. Я думала, первый ливень прошел, а мне нужно было поехать в район Аркадии. Я, конечно, думаю, ладно, уже, наверное, не будет такого сильного дождя, поеду. Поехала. Я добиралась домой, наверное, часов 4 точно. Так настолько сильно шел дождь, настолько сильный был ливень, что без преувеличения лило как из ведра, и вот просто дождь был стеной. У меня
даже в эти моменты и мысли не было, что можно снять видео, чтобы это вам показать. Уже вот эти видео, которые в начале, я по дороге как-то снимала. А до этого такая идея меня не посещала, и если бы я еще видео снимала, то, наверное, меня вообще всю можно было просто выжить. Я дождалась хоть какую-то маршрутку, потому что такси практически дождаться невозможно было. Цены вчера на такси были высокими, но я понимаю таксистов, потому что, во-первых, опасность утопить машину, во-вторых, пробки по 2 часа. Машину я боялась утопить, она и так сломана, а если ее еще по воде провести, то это вообще будет другая история. И вот мне повезло, я как-то продумала план своих действий, поехала сначала на конечную одной маршрутке, потом на ней каким-то образом доехала домой сквозь эти пробки. Я такая была мокрая, боже, я пока бегала, искала, на чем мне уехать, добежать под какой-то навес, зонт вообще не работал. Ветер был сильный и дождь просто под наклоном. Я была мокрая, вот куртка, кофта, футболка, джинсы, ботинки, абсолютно все. Я подъехала к дому, а к дому подойти вообще нереально. Воды выше колена, пришлось покупать, бежать в супермаркет, еще какие-то мусорные пакеты, просто надевать до колена, чтобы хоть как-то дойти домой. Света нет, первый этаж до ступенек затоплен. Это целая история была, уже не дай бог никому такого, что пережили одесситы. Потому что вчера может быть сильный дождь, может быть ливень, но в таких масштабах это действительно стихийное бедствие и горе для многих людей. И свет, парадная до ступенек была с водой. Сегодня вода ушла, но запах сырости остается на весь дом. Я даже не представляю, что происходит в домах, в которых вода была гораздо выше. В общем, целую ночь отогревалась. Света нету, кондиционер включить нельзя. Куртка еще до сих пор остается полностью мокрой. Джинсы, ботинки тоже. В общем, когда такая погода, и у вас есть возможность переносить свои дела, либо не выходить из дома, лучше этого не делать и не попадать так, как вчера я и другие люди. Вчера в Одессе действительно произошла трагедия. Стихия забрала жизни 9 людей. И завтра, 2 октября, в городе официально объявлен день траура. В таких ситуациях, как были вчера, очень проявляется человечность, которой так мало в нашем мире сейчас осталось. И есть действительно люди, герои, которые, когда другой человек оказывается в тяжелой ситуации, помогают. И это даже не только спасатели. Спасателям отдельная благодарность за то, что они ежедневно рискуют жизнью, что в обстрелы, что в потопы, что в дожди, и спасают жизни других людей. А есть люди, которые... Вот сейчас вам расскажу пример, да. Вчера огромное количество людей шло по тротуарам, потому что общественный транспорт не ходил, а на дорогах были очень большие лужи. И многие водители, вместо того, чтобы медленнее проехать и не забрызгать уже и так мокрых людей, набирали еще большую скорость и забрызгивали всех вокруг. Я шла, смотрела на это и понимала, насколько есть жестокие и безразличные люди, и их, к сожалению, очень и очень много. И они проявляются именно в таких ситуациях. Вот эти брызги во все стороны. Женщина стояла, говорит, я не могу дойти до своего дома, потому что я уже полностью мокрая. Как так можно? Я не знаю. Хочется, чтобы если меня смотрели сегодня такие водители, то хоть как-то задумались над этим. А есть люди с огромным и добрым сердцем, и это видно по этому видео. Это мужчина, который несет собаку на руках. Некоторые заведения закрыты, наверное, из-за того, что нет не заведения, а киоски. Наверное, из-за того, что нет света. Генераторы просто везде. Холодает, сейчас этот ветер выдует с квартир последнее тепло. Отопление пока включать у нас не будут. Это не предвидится. Вообще, сами понимаете, какое настроение после
того, что произошло в городе. Колоссальные убытки. В городе многие люди остались без автомобилей, без, можно сказать, без квартир, потому что после такой воды я даже не представляю, что будет с имуществом. Вот, посмотрите, какие огромные ветки лежат, падали из-за ветра. Знаете, у нас мы боимся все войны, дронов, а помимо этого у нас еще и такие катастрофы. Очень в этой ситуации жаль людей. Эта ветка, я даже не знаю, сколько она метров. Видите, просто половина дерева обломалась. И вот здесь лежит. Ее еще не убрали. И такое чувство, что она только недавно упала. Сьогодні у нас в Україні свято. Сьогодні день захисників і захисниць України. Хочеться всіх привітати і побажати здоров'я і сил, терпіння. І дякуємо за все, що ви для всіх українців робите. Ну что, мне хочется пожелать всем здоровья. Сейчас это очень актуальное пожелание. Холодает. Ой, сколько людей вчера замерзло. На это было страшно смотреть. Желаю вам хорошего дня. Хорошего, тихого, спокойного и прекрасного настроения. Несмотря на все трудности, которые случаются, в принципе, у каждого человека. До встречи в следующем видео. Пока.